Стрельцы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю тематический расклад Мабон, урожай года. То есть это расклад посвящен итогам периода с февраля по сентябрь. Почему именно с такого периода? Потому что у нас имболк как возрождение, как в первую очередь напитаться новыми энергиями, как символ начала года. И в этом году у нас был 1 февраля. А Мабон 23 сентября – это как переход от лета к зиме, это собрать ресурсы, это понять, с чем вы остаетесь в этот период, что вы уже прошли, что нужно доработать и какие события ожидают у вас в рамках ближайшего времени. Мы будем просматривать также период с сентября 2022 года по февраль 2023. Итак, начнем с вами. Откуда вы весь этот период черпали жизненные силы? Откуда? По колеснице, что могу сказать? Во-первых, это ваша активность, это движение, это, знаете, как не сидеть сложа руки, это работать, не покладая рук, это постоянно в каком-то хаосе, начинаниях, у кого-то движение в прямом смысле слова, переезд, смена места жительства, эмиграция, адаптация на новом месте. То есть жизнь кипит, бурлит и играет новыми красками. В первую очередь вы черпаете энергию в движении, в достижениях, в новых целях, в возможностях выбора, планирования. Ну и, конечно же, новые впечатления, новые места позволяют вам заряжаться этим позитивом, этой энергетикой и двигаться вперед. Если мы посмотрим и проанализируем ваши слабые стороны этого периода, то у вас здесь рыцарь пентаклей. Вы считали, что вы стояли на ровном месте, что якобы не было никаких сдвигов, что были серые, скучные, нудные будни. Знаете, как рутина, которая засасывала, не было никаких перемен, никакого вдохновения, воодушевления. То есть и вы, как стопорились, вы боялись что-то начинать. Но вас к этому подтолкнули обстоятельства, хотели вы того или нет. Что в этот период являлось вашей сильной стороной? По рыцарю чаш. Открытость всему новому. Доброжелательность, воодушевленность, радушие, желание идти на контакт, на компромисс, ловить счастье в любом моменте, радоваться каждой мелочи, каждому дню. То есть здесь вы не растеряли себя и свою способность вкушать жизнь. Это очень важно, потому что здесь, несмотря на невзгоды, на какие-то препятствия, то, что происходит в вашей жизни, вы не теряете оптимизма. Это просто потрясающе. Так, сейчас посмотрим, за что вы должны быть благодарны прошедшему периоду. И здесь по аркану звезда. Это по принципу «не было бы счастья, так несчастье помогло». Идет исполнение ваших целей, ваших желаний, ваших стремлений. Не только благодаря тому, что вы вносите в свою жизнь, какие энергии призываете, как действуете, но и благодаря Вселенной стечению обстоятельств. То есть здесь благодарность за исполнение мечты. Еще помимо всего прочего, звезда – это больше время на творчество, на активность, на раскрытие своего потенциала, когда вы понимаете, что вот работа спорится, вы можете заниматься творчеством, хобби, любимым делом, или любимое дело поставить на профессиональный поток. Идут вопросы продвижения, медийности, известности, то есть раскрывается ваш потенциал, осуществляется ваша мечта. Но и помимо всего прочего, звезда – это еще карта защиты, то есть находиться под защитой высших сил, Вселенной, то есть вам оказывают помощь, поддержку и содействие. Если мы с вами проанализируем, над чем вам еще нужно работать. Над чем? По четверке жезлов. Четверка жезлов – это взаимоотношения с близкими, с вашей семьей, с вашим родом, с вашим окружением. Во-первых, здесь акцент. Если были какие-то ссоры, конфликты, это устранить. Это вопросы примирения, это укрепление семейных связей, это семейные ценности. И также это акцент, все, что связано с недвижимостью. Для кого-то покупка, для кого-то продажа, ремонт, перепланировка, обустройство. Здесь, знаете, как позаботиться о своей зоне комфорта. Потому что четверка жезлов сама по себе предполагает каждый день как праздник, когда вы находитесь в своем жилище и ловите удовольствие, получаете кайф от того,
какой обстановке вы находитесь. То есть вас радуют какие-то детали, мелочи, то, что вам приятно взору, в глазу. Для кого-то это ремонт, для кого-то там цветы, для кого-то просто какие-то технологические плюшки. Но здесь это получать радость от того, что вы создали. У кого-то еще укрепление взаимоотношений с соседями, но здесь, видите, акцент на этом. То есть особенно, допустим, это, знаете, как побеспокоиться о создании удобств в доме. Может быть, действительно какие-то там покупка предметов интерьера, либо приобретение техники. То, что сделает вашу жизнь легче, проще, лучше и более комфортной. Хорошо. Смотрим, каков кармический урок вы прошли в этот период. Каков был главный урок? По королю мечей. Ну, король мечей – это получение новых знаний, нового опыта, это структура. У многих это вопросы связаны с моментами бюрократии, то есть оформление документов, паспортов, виз, там, получение вида на жительство, обращение в структуру административной законодательной власти, перерасчет пособий, пенсий, дотаций, субсидий. То есть это вот бюрократическая волокита, связана с законодательной властью, у кого-то обращение к юристам, нотариусам, адвокатам для пересмотра каких-то вопросов. Не могу сказать, что здесь идет и речь о враче, потому что... Сейчас даже дотяну аркан. Видите, у вас 9 жезлов. Это вопросы защиты, но защиты не с позиции состояния здоровья, какие-то профилактические меры, а именно защита. У кого-то политическое убежище, у кого-то, повторюсь, восстановление документов, у кого-то, уж простите, в прямом смысле слова, там бежать от войны. Но эти карты указывают на ситуацию, что основным моментом кармического урока это было главное вовремя адаптироваться в этой ситуации и сделать все возможное, чтобы эту защиту получить. Хорошо. Какой кармический урок вам предстоит пройти в рамках последующего периода? Какой кармический урок? 8 мечей – это вопросы ограничений или изоляции. Не дай бог, конечно, у кого-то это могут быть вопросы изоляции связаны. Может быть, не знаю, там, ковид, простудные заболевания. Сейчас хочу посмотреть просто, что это. Смотрите, у вас здесь падает 8 мечей, колесо фортуны, то есть течение обстоятельств. То есть изоляция из-за социальных, мировых, внешнеполитических каких-то моментов. То есть это социальные ограничения, это не связано с вопросами болезни. А у кого-то стечение обстоятельств. Ну, например, вы смотрите дома за маленьким ребенком, и фактически 24/7 вы можете находиться в стенах своего дома. Или наоборот, вы досматриваете пожилого человека и ощущаете себя как в изоляции. Нет свободы действий, нет вопросов, знаете, как выбора, посвятить самому себе время. Ну а у кого-то, простите, это вопрос изоляции, это как находиться на оккупированных территориях. Ну как есть. Так, хорошо. Смотрим далее. Что вам будет помогать? Помогать по аркану Солнца это будет, знаете, жизнерадостность, ваш оптимизм, жизнеспособность, первые плоды раскрытия вашего потенциала и творчества. Либо даже если это будет вопрос изоляции, то находиться вы будете для себя в комфортной обстановке. То есть это то, что вам будет приносить радость, знаете, как восстановление ваших сил и повышение вашей ресурсности. Поэтому здесь это замечательно. Что вам будет мешать? Ну, это, кстати, проблема основная у многих знаков зодиака, потому что уже не первый раз именно, скажем так, на этот пункт падает паж мечей. Паж мечей – это как излишняя аналитика, обдумывать, мозговать, взвешивать за и против. Долго можете решаться на какие-то действия, на какие-то события, или приняли решение, тут же передумали, постоянно какие-то сомнения, самоедство. Это, знаете, как основной посыл – наведите порядок в своей голове. У кого-то с психологом, у кого-то самостоятельно, но очень много неуверенности, вопросы низкой самооценки. То есть вот со всем этим вам нужно структурно взаимодействовать, работать и убирать. Вот даже следующий пункт, от чего вам нужно избавиться. Вот давайте с вами посмотрим, от чего нужно избавиться. Так, 9 пентаклей. 9 пентаклей, во-первых, это еще карта самостоятельной самооценки.
потому что вы хотите большего, это нормально, но можете быть излишне придирчивы. Еще от чего нужно избавиться? Девятка пентаклей – это карта вообще жизни в райском саду. Я бы сказала, для того, чтобы это достичь, избавьтесь от каких-то пустых ожиданий. То есть здесь нужно действовать. Само по себе это в руки не придет. Еще, если у кого-то, как я говорю, изоляция, то есть вы завязаны там на детях, на уходе за кем-то, то, к сожалению, от чего нужно освободиться, отказаться, это от свободного времени на себя. Это не потому что, как вам сказать, вам это во вред. Ну, так сложатся обстоятельства. Не будет времени на себя любимого или любимую. Вы полностью будете посвящены и бытовым аспектам, и вопросам работы, заработка, ну и раскрытию вашего потенциала. То есть здесь просто не будет время побаловать себя, покайфовать и каким-то образом, знаете, насладиться текущим моментом. Ну, как есть. Хорошо. Чего вы сможете достичь? Чего сможете достичь? По аркану смерть колоссальная трансформация. И я хочу посмотреть, в чем конкретно, да, и в каком ключе. Но здесь однозначно идет разрыв нити прошлого с будущим. Смотрите. То есть одно ваше движение и все, будут сожжены мосты. Смотрим, в чем вы будете проходить эту трансформацию. По пажу жезлов это приятие новых обстоятельств, обстановки, людей, социума. И понимание, что несмотря ни на какие ситуации, препятствия, нужно двигаться вперед. Нужно, знаете, как давать подпитку своему любопытству, раскрывать свой потенциал, двигаться дальше и обретать новый опыт. Для кого-то, может быть, даже новые знания. Посмотрим с вами совет и рекомендацию. Совет и рекомендация. По четверке пентаклей. Такая неоднозначная карта. Сейчас объясню почему. Потому что, с одной стороны, попытайтесь сохранить то, что вы имеете. Это касается не только ресурсов, финансов, да, это приумножить. Это и взаимоотношения с близкими. У кого-то это работа, у кого-то достаток, имущество, состояние здоровья, то есть укрепляйтесь, занимайтесь профилактикой. Но помимо всего прочего, четверка пентаклей – это целостность, это самодостаточность, это акцент на том, что нужно думать о завтрашнем дне. В первую очередь о тех ресурсах, которые вы имеете. И здесь, как бы это сейчас ни прозвучало, но это вопросы финансовых накоплений. То есть что-то откладывать. Я не говорю инвестировать, потому что, видите, здесь копить. Копить, собирать. Это как думать о завтрашнем дне. То есть ресурсы, которые для вас будут стабильной базой, помогут вам впоследствии в рамках последующего периода держаться на плаву. Это немаловажно. Вот так, мои хорошие. Вот такой у вас вышел урожай года. Надеюсь, что эта информация вам будет во благо. Вы здесь можете найти зерно истины, применить это на практике, ну и исправить себе ситуацию во благо. Я же вас благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь и до новых видео.